Привет! Вы на канале «Пройдемся по Канаде», и сегодня я приглашаю вас пройтись вместе со мной по центру Оттавы. Взглянуть на комплекс зданий канадского парламента – это в самом центре, спуститься с парламентского холма к каналу Ридо и посмотреть, как работают шлюзы. Большинство шлюзов на канале до сих пор открываются вручную, и мне было интересно посмотреть в деталях, как это работает. Общая длина канала 202 километра. Я же покажу совсем небольшой участок, который выходит к реке Оттаве, и где 9 шлюзов при полном заполнении образуют живописный каскад водопадов. Если вам тоже интересно, присоединяйтесь. Ридо-канал – это старейший, постоянно действующий с 1832 года канал в Северной Америке и первый реконструированный для паровых судов. И это единственный канал времен Великой североамериканской эпохи строительства каналов начала XIX века, который продолжает функционировать на своем первоначальном маршруте. Правда, после Первой мировой каналом Ридо пользуются только прогулочные суда. Он соединяет Оттаву и Кингстон, и такое путешествие на катере займет от 3 до 5 дней. Из-за стройки на улице было очень шумно, и следующий эпизод я переозвучила. Мы сейчас рядом с канадским парламентом. Тут хорошо видно, как после ремонтов отличаются крыши. На заднем плане у нас видны зеленые крыши, а не медные, и от возраста, естественно, зеленеют. А вот эти крыши – это свежеперекрытые, но прошло несколько лет, и можно местами заметить, что они потихонечку начинают зеленеть. Интересно даже, сколько лет пройдет, прежде чем они станут такого же цвета, как старые крыши. Вот тут видно, что до сих пор идет ремонт и реконструкция, а рабочие собирают ограждения, возможно, какие-то выступления, демонстрации планируются на выходных. Сегодня пятница. А здесь на заднем плане зеленые крыши, старые, частично, и частично новые. Видно, как отличаются по цвету зелени. Интересно, скоро ли они сравняются по цвету? Здесь, через дорогу, как раз те самые очень шумные ремонтные работы, из-за которых я переозвучила этот эпизод. Но что меня здесь порадовало, так это забор. Забор и ворота. Посмотрите, какая красота. Я совершенно очарована этим забором, со столбиками, коваными воротами и кованой оградой. Фонарики здесь тоже прекрасно вписываются. О, кажется, потише. Единственное, что во всем этом немножечко смущает, это то, что забор нещадно ржавеет, ржавые потеки портят, конечно, всю красоту. Но само ограждение очень атмосферное и прекрасно поддерживает архитектуру зданий гавермента, парламента. Как выглядит Ридо-канал со шлюзами. Вот один шлюз, собственно, канал. Водичка такая себе. Вот другой шлюз снизу.
Самое интересное в этих шлюзах, они до сих пор работают вручную. Можно подойти и посмотреть. Каждая проходящая лодка сама себя поднимает. Вот такой штукой. Цепями открываются ворота шлюза и набирается вода. Пойдемте посмотрим. Ага. О, что-то страшно, там ничего не видно и шумит вода где-то в глубине. Так, я сделала небольшой подвиг. Я немножечко залезла на вот этот мостик поверху шлюза. Здесь можно ходить, это доступно, но поручни очень низкие, они где-то до середины бедра, поэтому с камерой в руках я, наверное, не пойду туда, чтобы случайно где-нибудь не оступиться, то покажу, как это выглядит сверху. Вот такой вот мостик. И как выглядит дальше. Тут, если посчитать, впереди нас получается еще 1, 2, 3, 4 шлюза. И в целом даже интересно узнать, сколько всего времени занимает подъем по этому каналу со всеми шлюзами. Можно посчитать с другой стороны. Давайте посмотрим. На 5-м шлюзе я стою, а наверх еще 1, 2 я как минимум вижу, 6, 7. Ну, то есть получается почти десяток. Ну, не очень быстро, прямо скажем. Ридо-канал был построен под руководством британского военного инженера, полковника Джона Бая. И именем этого инженера был назван город, выросший на берегу реки – Байтаун. В Оттаву этот город переименуют позднее, когда начнутся соревнования за звание столицы. Но это совсем другая история, и про нее мы тоже обязательно расскажем. А сейчас вернемся к каналу Ридо. Так, это у нас музей Байтауна. Байтаун – это имя, которое носила Оттава до того, как стать столицей Канады, по имени ее основателя. Кажется, мы сейчас увидим вот этот дядечка. Он сейчас открутил один шлюз и, кажется, намерен открутить второй. Если нам повезет, мы сейчас увидим, как спускается по каналу лодка. Так, вот как это выглядит. Довольно тяжелая физическая работа, но попробуйте такую махину сдвинуть.
the bridge, stay down right next to the canal, and then just follow it until you see the signs for the boat. Just follow this path right next to the canal until you see the signs. Ага, теперь он переходит на эту сторону по мостику. Вот, кстати, высота бортиков, о чем я говорила, до середины бедра. Видимо, он открыл одну створку, а с этой стороны будет открывать вторую. Шум воды сзади меня, это заполняется шлюз. Так, пока дядечка идет, посмотрим, что у нас со шлюзом. Вот шумит у нас вода здесь. Как мы видим, вот тот шлюз у нас открыт. Как раз рядом с фонариком видно. И он заполнен практически полностью водой. Так, дядечка возвращается. Подозреваю... А по заполненному шлюзу у нас как раз там через открытый шлюз у нас прошла лодка. И теперь дядечка идет закрывать тот шлюз. Сейчас смотрим, вот лодку отсюда не очень хорошо видно. Но если вот приглядеться, то видно, что вот там под мостиком шевелится. Вот. И идут закрывать вот шлюз. Вот практически закрыт. Там вот наверху у нас два дядечки стараются. Так. Сейчас они там закроют тот шлюз. И будут открывать следующий, чтобы уравнять уровень воды. В шлюзе, где у нас сейчас лодка стоит. И тот, который ниже по течению. Все. Они закончили. Так. И идут открывать следующий. Вот, работают они одновременно с двух сторон. Шум воды усилился. Там прямо у нас небольшое наводнение. Уровень воды поднимается просто моментально. А в предыдущем, соответственно, опускается. Сейчас оно выровняется. И вот перейдет сюда. Кстати, уровень воды поднимается очень быстро. Я даже не ожидала, что настолько быстро.
Вот и все. Так. Ждем наших клиентов. Единственное, мне интересно, вот эти дядечки в зеленых майках, они с лодки или это специальные дядечки, которые обслуживают этот самый канал? Кстати, судя по времени, получается, что 9 шлюзов пройти в таком темпе, это занимает около часа минимум. Надо будет уточнить. Ага, вот и шлюз открывается. Так, это уже... Та-дам! Уровень воды сравнялся. И лодка может проходить. Смотреть на это интересно не только нам. Вот как-то так. Да, судя по всему, это специальные дядечки. Молодые и сильные. А в лодке двое пенсионеров отдыхают. Такое вот туристическое развлечение. Поплавать на лодке. Сейчас они зашвартуются. Шлюз, через который они прошли, закроют. Там юноши сейчас стараются. Будут открывать следующий. Мы посмотрим, с какой скоростью уходит вода. Вот, уже приготовился. Приготовились даже вдвоем к открытию следующих ворот. Предыдущие закрыты. Дали отмашку. Что, ждем. Ну, очередной водопад. Кстати, надо отметить, смотрите, каким штукам швартуется лодка, чтобы ее не унесло в открывающийся шлюз. Вот она закрепляется, и плавно вот, придерживаются, чтобы плавно опуститься вниз и не уплыть случайно в шлюз. Уровень воды очень быстро опускается. Вот, а там мы уже видим воду в следующем. Ну и дальше остается еще 2 шлюза. Раз и 2. И дальше река. А мы с вами уже больше 10 минут наснимали. О, кстати, отсюда хорошо, удобно видно уровень воды. Уровень воды сравнялся практически.
как опустилась лодка. Судя по всему, сейчас будут открывать очередной шлюз. Все, сейчас двери будут закреплены, дана отмашка, и лодка пойдет через следующий шлюз. Вот. Все. Сейчас они точно так же зашвартуются, как в предыдущем шлюзе, за вертикальные. Направляющие. Все. И ждут открывания следующих. Этот шлюз у нас закрыт. Все, и закреплен. Лодка зашвартована. Юноши идут открывать следующий. Еще раз и два. И все. Пожелаем счастливого пути. А, снизу, посмотрите. Как раз подошла еще одна лодка, даже с навесом. Видимо, что-то туристическое. И, видимо, когда у нас лодка дойдет туда на выход, этот трамвайчик пойдет на вход в обратном порядке. Небольшой бонус. Надеюсь, за шумом водопадов будет слышно. Когда я раньше сюда приходила, снимала, здесь шлюзы были пустые и спускалась лодка сверху вниз. Сейчас шлюзы полностью заполненные. Видимо, это вариант, когда поднимаются снизу вверх. Вот так они выглядят заполненными. Сейчас спустимся вниз и посмотрим, как выглядят каскады целиком снизу вверх. Так, а это у нас вид снизу. Сзади нас еще два, а здесь у нас все остальные можно увидеть. Красота! Ну и небольшая запись от меня смелой. Я залезла на вот этот мостик и стою ровно посередине. Жуть! Страшная. Каскады Рио-канала, парламент в ремонтах, Оттава на той стороне реки, остров с чайками посерединке, а справа уже Гатино, город-спутник Оттавы. Это музей. Дима и мост, связывающий Оттаву и Гатино. Собственно, мы его уже видели со стороны канала.
смотровая, мост и велосипедная отдельно дорожка, и пешеходная, автомобильная. А вот там наверху музей. Так, вот сделав круг, возвращаемся. Такие у нас водопадные каскады.